Рада вас приветствовать на своем канале о вязании крючком. Меня зовут Виктория. В сегодняшнем видео представляю вашему вниманию мастер-класс по созданию пляжной сумки из джута. Вдохновилась данной моделью на просторах Pinterest. Сумка состоит из 5 составных частей. Каждая часть вяжется отдельно, а затем аккуратно сшивается между собой. Таким образом получаем большую, вместительную и удобную пляжную сумку. А если необходим более компактный вариант для прогулок или экскурсий, это можно сделать, сложив боковинки вовнутрь, таким образом уменьшив размеры сумки. Для вязания понадобится трехниточный джутовый шпагат. Толщина нити около 3 мм. Не всегда на упаковке указаны все характеристики. И для того, чтобы узнать двух- или трехниточный шпагат, его просто нужно раскрутить. В данном случае в скрутке 3 нити. Общий расход шпагата для вязания сумки около 700 метров. Для вязания нам понадобится основной крючок номер 5 или 5,5. Также необходим вспомогательный крючок меньшего размера, в данном случае номер 4. Для пришивания ручек понадобится гобеленовая игла, можно использовать пластиковую. Также будут необходимы ножницы. Для вязания первой детали корпуса сумки набираем цепочку из 45 воздушных петель. Стараемся при этом петли вытягивать одинаковой величины. Набрали цепочку из 45 петель и делаем еще одну дополнительно воздушную петлю подъема. Вязать первый ряд будем за перемычки, которые находятся позади воздушной цепочки. Первую перемычку пропускаем, это воздушная петля, начинаем вязание со второй. Вводим крючок под перемычку, захватываем рабочую нить и вытягиваем ее до уровня петли, находящейся на крючке. Еще раз захватываем нить и провязываем 2 петли. Далее вводим крючок под дужку уже провязанной петли и под следующую перемычку. Захватываем рабочую нить и снова вытягиваем до уровня петель на крючке. Снова захватываем нить и одним движением провязываем все петли. Далее до конца ряда все действия повторяются. После провязывания всех петель подтягиваем петлю, находящуюся на крючке. Еще раз повторяю, под дужку провязанной петли вводим крючок, затем под перемычку на косичке захватываем нить и одним движением провязываем все петли. Подтягиваем петлю на крючке. В итоге в первом ряду у нас появляются диагональные столбики. Далее продолжим вязание самостоятельно и встретимся в конце ряда. Стараемся сразу расправлять изделие и придавать ему нужную форму. Итак, нам осталось провязать 2 крайние петли на косичке. Вот так выглядит перемычка последней петли ряда.
Завершили вязание первого ряда. Подтягиваем петлю на крючке, расправляем вязание и делаем одну воздушную петлю для перехода на второй ряд. Конец нити, оставшийся от набора воздушных петель, поднимаем на второй ряд и сразу его вяжем в изделие. Итак, первая петля — это петля подъема. Всегда начинаем вязание со второй петли от крючка. Со второго ряда будем всегда вводить крючок под обе дужки косички. И сразу же ввязываем хвостик, оставшийся от набора петель. Принцип вязания остается тот же. Вводим крючок под дужку провязанной петли и под обе дужки косички. Далее захватываем рабочую нить и вытягиваем ее до уровня петель на крючке. И затем одним движением провязываем все петли. Далее до конца ряда повторяем те же действия. Люблю узоры, которые вяжутся без особых усилий. Особенно актуально это для вязания из джута и при изготовлении больших изделий. В данном случае вязание сравнимо с медитацией, и сумка вяжется на одном дыхании. Продолжим далее самостоятельно и встретимся в конце второго ряда. Довязали ряд до конца, осталось 2 петельки, провяжем их вместе. Последнюю петлю также провязываем за обе дужки косички. Всегда в конце ряда делаем одну воздушную петлю подъема для перехода на следующий ряд. Разворачиваем вязание и начинаем следующий ряд со второй петли от крючка. Вводить крючок также будем под обе дужки верхней косички. Третий ряд вяжем абсолютно аналогичным способом, так же как и второй. И все последующие ряды вязаться будут идентично. Всегда расправляем край изделия и придаем ему нужную форму.
В итоге у меня получился квадрат размерами 35 на 35 сантиметров, который состоит из 36 поворотных рядов. Вязаное полотно состоит из полос. Каждая полоса включает в себя два ряда – лицевой и изнаночный. Эта сумка мой эксперимент. И забегая наперед, хочу показать, что у меня получилось. До соединения деталей я не знала, какой получится итоговый результат. После сборки всех составных частей я поняла, что изделие вышло достаточно большого размера. Я примеряла ее к себе, взвешивала все за и против и приняла решение распустить и уменьшить размеры каждой детали. В таком варианте размеры сумки получились следующие. Высота 35 см, ширина по верхнему краю 70 см. В итоге данную деталь я уменьшила на 4 ряда. Было 36 поворотных рядов, стало 32. По размерам ширина осталась прежней 35 см, так как количество петель не изменилось. В высоту деталь составляет 32 см. Это и будет высота нашей сумки. Далее нам необходимо связать вторую аналогичную деталь. Это будет боковинка номер 2. Мы обязательно прикладываем ее к первой детали и сравниваем размеры. Далее для ровного края и удобства в дальнейшем соединении деталей нам необходимо выполнить обвязку каждой детали с двух сторон. В верхней и нижней части изделия у нас ровный край. По боковым сторонам рельефный. С этих сторон и будем выполнять обвязку. После окончания вязания последнего ряда разворачиваем деталь и приступаем к обвязке. В каждый провязанный ряд будем вязать по одному столбику без накида. Делаем воздушную петлю подъема и приступаем к вязанию с первого ряда. Один ряд у нас находится немного ниже, здесь мы захватываем 2 полупетли. Следующий ряд выступающий. Здесь захватываем 1 полупетлю. И так далее продолжаем выполнять обвязку. Чтобы обвязка была ровной, не забываем вытягивать петлю до уровня петли, находящейся на крючке, а после провязывания подтягивать нить. Далее продолжим обвязку самостоятельно. Провязываем крайние петли. Проверяем, чтобы все было ровно и аккуратно и не стянут верхний край изделия. Обрезаем рабочую нить, оставив небольшой свободный конец, и формируем завершающую петлю следующим образом. С помощью крючка меньшего размера делаем узелок и прячем кончик нити.
Теперь нам необходимо выполнить обвязку со второй стороны. Просто разворачиваем деталь, не переворачивая ее. Берем новую нить, оставив небольшой свободный конец. Делаем одну воздушную петлю подъема. Свободный конец будем сразу ввязывать в изделие. Точно так выполняем обвязку, как и с предыдущей стороны. На второй аналогичной детали также выполняем обвязку с двух сторон. Далее нам необходимо связать две следующие парные детали, боковинка номер 3 и номер 4. И для этих парных боковинок и для донышка мы будем в дальнейшем набирать одинаковое количество воздушных петель, в данном случае их 25. При таком количестве петель донышко получается шириной 20 сантиметров. Если вы захотите уменьшить ширину донышка, сделать его немного уже, можно набрать меньшее количество воздушных петель. Только в таком случае и для боковинки номер 3 и 4 тоже необходимо набирать такое же количество воздушных петель. Делаем одну воздушную петлю подъема и далее вяжем аналогичным образом, как и при вязании деталей номер 1 и номер 2. Напомню, что первый ряд вяжется за перемычку, находящуюся позади косички. Хочу обратить ваше внимание на такой момент. Если вы хотите более трапециевидную форму сумки, то так же, как и я, будем вязать данные боковинки с прибавками. Для более ровной формы можно связать эти детали без прибавок. Второй ряд свяжите самостоятельно, так как ранее мы его уже вязали. И начиная с третьего ряда будем выполнять первые прибавки. Делаем одну воздушную петлю подъема и, как обычно, начинаем вязание со второй петли от крючка. Прибавки будем всегда выполнять во вторую и в предпоследнюю петлю ряда. Первую петлю провязали, вяжем вторую петлю аналогичным способом. Далее вводим крючок под дужку второй провязанной петли и снова же в эту петлю косички. То есть провязываем 2 столбика в одну петлю основания. Аккуратно разделяем, чтобы не провязать 2 дужки одновременно. И далее продолжаем вязание аналогичным способом. Провяжем ряд практически до конца самостоятельно до предпоследней петли и встретимся при выполнении прибавки. Аналогичным образом выполняем прибавку в конце ряда, провязав 2 столбика в одну петлю основания предпоследней петли. Делаем воздушную петлю подъема для перехода на следующий ряд. Как в детали номер 1 и 2, так и в данной детали номер 3 и в последующей номер 4 мы провязываем одинаковое количество рядов. В данном случае их 32. Это и есть высота нашей сумки. Для трапециевидной формы я сделала прибавки в данной детали всего 3 раза.
Напомню, что первый и второй ряд мы провязали без прибавок, и первую прибавку с обеих сторон мы сделали в третьем ряду. Далее 9 поворотных рядов мы вяжем без прибавок. И следующую прибавку с обеих сторон мы делаем через 9 рядов на 10 от предыдущей прибавки. Это вторая группа прибавок. Далее снова от второй группы прибавок мы провяжем 9 рядов и на 10 ряд выполним заключительную третью группу прибавок. И до конца деталей следующие 9 рядов мы уже провяжем без прибавок. Еще раз хочу напомнить, если вы хотите форму сумки с минимальным расширением, вы можете связать деталь номер 3 и 4 без прибавок. В первоначальном варианте сумки, которую я вам ранее уже показывала и которую мне пришлось частично распустить и доработать, деталь номер 3 и 4 была связана с большим количеством прибавок. В итоге сумка получилась значительно большего размера, чем я ожидала. Ее ширина в верхней части составляла около 70 сантиметров. Таким образом, сократив количество прибавок, сумка уменьшилась в размере в верхней части на 10 сантиметров. Итак, вяжем аналогичную вторую парную деталь, прикладываем, сопоставляем размеры и далее приступаем к обвязке каждой детали. После завершения последнего ряда разворачиваем деталь, не переворачивая ее, делаем одну воздушную петлю подъема и приступаем к обвязке аналогичным способом. Выполняем ее также по одному столбику без накида в каждый ряд. После обвязки с одной стороны снова разворачиваем деталь, не переворачивая ее, и делаем обвязку с другой стороны. Для донышка набираем цепочку из воздушных петель, равную количеству воздушных петель при вязании детали номер 3 и 4. В данном случае для вязания этих деталей я набирала цепочку из 25 воздушных петель. Значит, и для донышка набираю аналогичную цепочку. Далее, как и во всех случаях, первый ряд вяжем за перемычку, находящуюся позади косички. Далее все ряды вяжем идентичным способом. В общей сложности для донышка я провязала 36 поворотных рядов. Итак, длина донышка 35 сантиметров, состоит оно из 36 рядов, и его длина равна ширине детали номер 1 и 2, выполненных уже с обвязкой. С одной стороны обвязку донышка я уже выполнила, здесь есть некоторые нюансы. Мы вместе с вами выполним обвязку с другой стороны и объясню все подробно. Впоследствии соединять донышко и деталь номер 1 мы будем таким вот образом. При вязании детали номер 1, как вы уже помните, мы набирали 45 воздушных петель. При изготовлении донышка мы провязали 38 поворотных рядов. Ранее обвязку каждой детали мы делали, провязывав по одному столбику без накида в каждый ряд. Однако, если мы также обвяжем донышко, у нас получится 38 петель по краю. А у детали номер 1 и 2 по этому краю сшивания 45 петель, то есть на 7 петель больше. Таким образом, чтобы при обвязке донышка выйти на такое же количество петель, нам необходимо сделать прибавку в каждую четвертую петлю. То есть провязать не один столбик без накида, а 2. Далее, после изготовления всех 5 деталей и их обвязки, необходимо выполнить влажно-тепловую обработку каждой из них. Для этого проглаживаем по отдельности каждую деталь через ХБ ткань на среднем уровне пара и температуры с обеих сторон. Это нужно делать достаточно быстро, так как излишки пара могут переувлажнить джут, и он станет мягче.
Пока изделие слегка влажное и теплое, необходимо придать ему нужную форму, расправить в тех местах, где это необходимо. Далее каждую деталь необходимо разложить на ровную поверхность до полного остывания. Затем можно приступать к соединению составных частей. Хочу обратить ваше внимание, если основной узор на всех деталях является двухсторонним, то обвязка имеет лицевую и изнаночную сторону. Поэтому соединяйте все детали одинаковой стороной обвязки вверх. Я в данном случае выбрала изнанку обвязки как лицевую сторону. Как легко сориентироваться по первому и последнему ряду на каждой детали. Если вы все сделали правильно, то с лицевой стороны обвязки в начале и в конце ряда у вас располагаются одинарные ряды. Дальше по всему полотну идут двойные полосы. С изнаночной стороны обвязки и по всему полотну идут только двойные полосы рядов. В моем случае эта сторона и будет являться лицевой стороной всего изделия. Вначале буду присоединять донышко к детали номер 1. При обвязке первой детали у меня остался небольшой моток нити, и буду начинать соединение деталей при помощи него. Для удобства нить располагаю под изделием. Вводить крючок будет в центр косички на одной детали и затем в центр косички на другой детали. Далее будем подхватывать рабочую нить и протягивать сквозь петли на крючке. Проверим, чтобы край изделия на одной и второй детали точно совпал. Далее повторяем те же действия. Сначала вводим крючок в центр крайней косички на одной детали, затем на другой, захватываем нить и поочередно протягиваем сквозь все петли. В итоге у нас получается аккуратный и красивый шов. Единственное, провязав небольшой участок, проверьте, не стягиваете ли вы край изделия. Если такое вдруг случилось, значит петли необходимо вытягивать немного больше. Продолжим далее таким же образом самостоятельно. Деталь номер 1 к донышку мы присоединили. Проверим еще раз, чтобы все было ровно и аккуратно. Последовательность соединения следующих деталей вы можете выбирать сами, как вам будет удобно. Вы можете обрезать нить и присоединить такую же деталь номер 2 к донышку. Или же, не обрезая нить, присоединить деталь номер 3. Смотрим внимательно на сторону обвязки и располагаем необходимой нам стороной. Начинаем соединение с первой петли обвязки как на одной, так и на другой стороне детали. Снова для удобства нить располагаем под изделием. Также поочередно вводим крючок в центр косички каждой обвязки. Затем захватываем рабочую нить и протягиваем сквозь все петли.
И так далее аналогичным образом выполняем соединение всех деталей сумки. Когда все детали соединены, приступаем к обвязке верхнего края. Обвязку будем проводить соединительными петлями. Вводить крючок в центр косички, захватывать нить и протягивать сквозь петлю на крючке. Также обращайте внимание на то, чтобы обвязка не стягивала край изделия. Приступаем к вязанию ручек. Сразу с одной стороны оставляем свободный конец нити длиной в полметра, необходимый нам для пришивания ручек. Набираем цепочку из 3 воздушных петель. Делаем накид и в первую петлю провязываем полустолбик с накидом. Снова делаем накид и теперь во вторую петлю провязываем полустолбик с накидом. Далее делаем 2 воздушные петли. Слегка разворачиваем вязание, снова делаем накид и в данную петлю провязываем полустолбик с накидом. Расправляем вязание. Далее вяжем аналогичным способом. Снова 2 воздушные петли, накид, разворачиваем вязание и вяжем полустолбик с накидом. Таким образом можно связать как ручки для сумки, так и длинный ремешок. Видео по такому ремешку уже есть у меня на канале, ссылку оставлю в описании под видео. Однако данный ремешок имеет свойство слегка вытягиваться, поэтому для ручек я придумала, как еще укрепить их. Далее вяжем ручки необходимой вам длины. Длина одной моей ручки составляет 55 сантиметров. Количество косых столбиков составляет 40 штук. Таким образом вы можете связать необходимую вам длину, но стоит отметить, что около 3 сантиметров с обеих краев ручки уйдет на пришивание к сумке. Расправляем ручку по ширине и придаем ей нужную форму. Далее для предотвращения растягивания будем укреплять ручку соединительными столбиками с обеих краев. Соединительные столбики будем провязывать за выступающие петли по краю. Делаем одну воздушную петлю и приступаем к вязанию. Сразу хочу отметить, что соединительные петли нужно очень хорошо вытягивать, иначе получается стянутым край полотна. Сделав несколько пробных попыток и оценив результат, можно понять необходимую степень вытяжения.
Расправляем вязание, смотрим на результат. Если устраивает, продолжаем вязать далее. Довязав ряд до конца, разворачиваем вязание и провязываем также соединительными петлями в месте пришивания. В начале следующего ряда делаем также воздушную петлю и продолжаем обвязку таким же образом. В итоге у нас получается такая ручка с закругленными краями. После окончания обвязки также оставляем свободный конец нити для пришивания. Пришивать ручки по своему усмотрению можно как с лицевой, так и с изнаночной стороны сумки. Я решила пришить с лицевой, все получилось очень аккуратно. Отсчитываю 10 петель по верхнему краю от шва сумки. Пришиваю ручку с помощью гобеленовой иглы, можно использовать пластиковую. С обратной стороны отсчитываю такое же количество петель. Стараюсь, чтобы шов как с лицевой, так и с изнаночной стороны не был заметен. Аккуратно делаю стежки по всей окружности ручек. Декор к сумке вы можете выполнить на свой вкус и усмотрение, как в виде парных кисточек, так и в виде перышка или листика. Ссылку оставлю в описании под видео. На этом мастер-класс подходит к завершению. Буду очень рада вашей обратной связи. Ваши отзывы, комментарии и готовые работы – мой стимул для дальнейших творческих свершений. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч в новых мастер-классах.